Всем привет, я Сава, игрок команды Team Spirit по дисциплине Mobile Legends Bang Bang. Сегодня я вам покажу мини-гайд на Минотавра и что на нем нужно делать. Так, сейчас мы с вами на стадии банов. Забанили Матильду, потому что она сейчас гипермета. Вот, тут мы выбрали роум. Все хорошо, круто, классно. Надеюсь, мне инста свапают Миноса. Да, так и происходит. Винрейты делают свое дело. Миносов на ФП я бы не рекомендовал, потому что еще есть персонажи, которые его с легонца контрят, то есть это есть Диги. В целом Минос плохой пик ФП, потому что еще осталось все из меты, но мы на низких рангах, потому что недавно сброс рейтинга произошел, и мы сейчас на супер-ультра низких рангах. Ну, я сейчас на леге, кстати, не на супер-ультра низких. В целом Минос сильный перс. Его сложно законтрить, скажем так. То есть есть вот, да, Диги, и даже Диги не совсем его контрит, то есть можно взять других персонажей на контру Диги, и тогда то, что Диги контрит Миноса антиконтролем его ульту и первый скилл контроль, и тогда Диги... Ну, короче, можно будет играться с этим, то есть Диги контрит Минотавра, но будет какой-нибудь убийца, который будет вырезать Диги, либо выбивать его ульту, соответственно, Минос будет спокойно играться от хила, во-первых, во-вторых, от, того же контроля, когда, например, у Диги выбьет ульту. Вот, соответственно, контроль перса выбиваем. По эмблемам плюс перкам, то есть это стоит 100 танк. Иногда можно взять саппорта для большего хила, но вы будете хилить только себя больше, поэтому не совсем приятная штука. Тут можно взять перки бег, но я не успеваю рассказать, потому что уже катка регнулась. У вас будет только 30 секунд на размышления по поводу перка и эмблем. Соответственно, обычно у вас должно быть уже готовое что-то. В целом, мне нравится мой состав. Есть саппорт, есть АДК, есть экспа, есть лес и я на роуме. Ну, не в каждой катке у вас будет так получаться. Тут инста взяли инвиз сапог, инста можно поменять, это приятно. То есть даже если вы ошиблись, если вам не нужен роум, вы можете его отменить, потом опять взять. Короче, пока он не настакается. Вот. Также не рекомендую продавать сапог именно с роумом, потому что тогда у вас просто пропадет голда. Ставите саппортом обычно и начинаете бить миньончиков, как уже говорилось. Кстати, саппорт какой-то сильный попался, немножечко поддушил Аврору. Также старайтесь чекать, с какого бафа начинает чел, потому что вы сможете понять, куда он дальше пойдет. То есть вот он начал с красного, потом он пойдет на синий, и потом, скорее всего, он пойдет на нижнюю линию. В данном случае на бот. Тут контроль, хоп-хоп, и можно убить альфу, если команда захочет. Все, отлично убили. Так, ну тут инста частичка древней будет против Министара, против альфа, против... главное, против кого это Чичи. Не понял, это мой Дариус без синего, я правильно понимаю? Ладно. Обычно так не должно происходить, то есть вы не должны без двух бафов начинать драться. Это, просто не нормально, потому что если вы умрете, то вы потом можете лишиться бафа, и тогда уже на 6-й сур может быть неплохой идеей. Чутка хильнем работягу на АДК. И дальше надо смещаться в мид, чтобы давали 4, но тут не хотят давать 4, тут хотят просто драться. Подсилили килл, да, неприятно, но ничего страшного, не нужно там инста писать в чат, что типа, учитывая, что это я сделал. Но Дариусу тоже не нужно писать в чат, что я плохой чел. Стали в позицию на черепахе, нужна 4, 4 пока не понимаю, откуда взять, на миде пачки нету. Тут уже лоу хп туртла. Соответственно, просто подстанчик надо дать, и чел должен засмайтить. Я не знаю, ему плевать, он не хочет смайтить, хотя... Спасибо за черепаху. Не знаю, зачем мой АДК умер. Нужно забрать вот эту пачку, потому что она в никуда уйдет. У Москвы нет ульты, он не сможет тэпнуться сюда. В целом я и делал то, что нужно делать на Минотавре. То есть у вас какая-то линия просаживается по хпшке, вот как до этого было с Москвой. Подошли, хильнули со второго скилла, дальше опять играете от первого скилла и ульты. Под первым скиллом у вас базовая атака наносит двойной урон. Соответственно, тоже стоит взять этого внимания. Вот. Тут не спешим с ультимейтом, потому что Аврора оп, и вот так нажимаем, оп, и не успел.
К сожалению, практически идеально, но не идеально. Все равно разменяли на 2 килла. Не особо нравится этот размен, но какой есть. Так, тут у нас гений на Москве. Тэпнулся опять на ульте. Убил лесника. Идет обратно. У нас также отличная катка. 3-0-2 на счет. Продолжаем хилить. Ну и тут мы, скорее всего, уже выигрывать должны, потому что перефарм 2000. Пик подходящий. Минос это более лейт персонаж. Вот, опять же подхиливаем. Ну и дальше надо думать, что мы собираемся тут билдить. Смотрим. У нас есть Дариус, с легонца танковый. Есть Теризла на XP. Тоже танковый довольно-таки. Ну и можно задуматься насчет того, чтобы собрать флягу Оазиса, которая дает щит союзникам при хиле. Или если вы как-то щиток даете им. То есть, например, ульта Диги. Так, вот фляга Оазиса, о которой я говорил. Можете там почитать, когда будет время. Но в целом я сказал, что она делает. Дает немного КД, немного ХП. Главное, что она дает, это щит при хиле союзников, когда у них ХП опускается ниже 30... Да, 35. Собирайте 100 из 100 роум сапог на хил. Очень редко можно собрать на инвиз. Так, ну тут умер чел. Так вот. Всегда нужно собирать хил сапог. Почему? Потому что, опять же, дополнительный подсейв будет. И плюс с фляги вы сейвите челика щитом своим. Вот. Также еще хил падает на него. И, соответственно, вообще 100 из 100 сейвите своего союзника. Нужно наглядно это сейчас показать. Нужно, чтобы моего работягу одного продамажили. В любой момент можете захилить. Там в течение 5 секунд ему дастся фляга. Ну, подождем немного. Эта игра уже плюс-минус выиграна. Так, выбили флеш. Все, так ждем. Я хочу чисто реализацию фляги показать. То есть стоим мы плюс-минус в нужном месте. О, это что, умирает. И тут подвоим. Ой-ой-ой. Оп. И фляга. Ну блин, он его не раздамажил. Обидно. Он его раздамажил где-то на 40%. Ну там на 35 должно было прокнуть. Так, дальше будем собираться фулл танка, как и должны. Афина против одной Авроры, как будто бы нет. Соответственно, можно инста бессмертия собирать. Показываем, сколько секунд до ультимейта. И... Может сейчас. О, чекаем. Вот, видите, прокнула фляга. Плюс у вас, когда прокает фляга, на скиллы откат идет. Также за счет этого можете видеть, что она прокнула 100 из 100. То есть ключевое, сильные стороны Минотавра, контроль с ульта, плюс, тут просто засейвить челика, чтобы точно не пошли за ним, и 100 из 100 он выживал. Ульта такая слабенькая, но зато чел выживает. Так вот, сильные стороны это хил бесконечный, то есть плюс роум хил, второй скилл хил, потом ульта, опять хил, то есть очень много хила. Также вы бессмертный под вторым под ультой, также контроль. То есть с первого, с ульты, потом у вас инстант откат первого опять, после ульты, соответственно, можно дать в идеальной комбе 3 подбрасывания. Также этот подброс довольно сильный, сбивает много чему. Ульты, то есть, например, от Дети простой стан не сбивает, а вот подкид сбивает. О, что происходит? Хилим, флягу накидываем, ульты пока нету, ждем. Дальше продолжаем хилить. Ключевое, могу сказать, скажем так, из минусов Минотавра, но это больше уникальность, я не знаю, что там Москва делал. Уникальность Минотавра, то что он хоть и является танком по факту, но на самом деле это саппорт и ему не нужно танчить. То есть многие игроки почему-то ошибочно думают, что просто фулл танка надо собирать Миноса, а на самом деле чуть ли не первым слотом можно тарить флягу. Почему? Потому что фляга это магический айтем, но вы собираете его на танка. Почему? Опять же, благодаря хилу и тому, что фляга потом прокает на ваших союзников, и, соответственно, у вас все круто, классно, а у нас тут заход не получился, я пока все это рассказывал. У меня Москва умер до файта, Лилия что-то ульту, видимо, не прожал, я хз. Также из сильных сторон Миноса могу отметить то, что вы из файта можете просто не уходить благодаря хилу Миноса. То есть вот мы пофайтились, потом вот Тризла, я не знаю, зачем опять хочет файтиться, он будет умирать. Я же вижу, что я тут не хочу умирать, и просто подхиливаю Терика. Схавали чуть-чуть ульту, и я думаю, можно ультануть со флеша и попытаться кого-то убить, если Тризла бы захотел.
По итогу, скорее всего, я умру, хотя еще и бессмертие залутал. Нет, я точно не умираю. Считайте, подбайтили. Ульт флэш, кстати, был, или ульт первый, я не заметил. Дальше продолжаем хилить. Надо запушить минимум Т3 на топе или на боте. Это даст нам мега крипов. Антихил инста начнем собирать, и позже все-таки нужно будет для Авроры магический какой-то деф. Опять же, видели флягу прок. На Дариусе фляга прок. Запушили Т3 на боте. Челики встали. 4 в 5 на карте ситуация. У меня скоро будет ульта, и можно будет, я думаю, на топ заходить. Если Москва до не умрет. Ну да, можно просто заходить на топ. Неприятно. Самое главное хилер сдавать вот в таких файтах. Ну, то есть ульту тоже важно реализовать, но гораздо важнее хил дать. Потому что вы даете хил, и в течение 5 секунд фляга дастся. Ну, это самое главное. Это самое, типа, самое-самое главное. То, что ульта важна, но при этом хил не менее важен. И во многих случаях, ну, даже более важен. Вот, например, только что. То есть, только что я по факту не реализовал ульту, но хил дал. По итогу чела прокнул Оазис. Maybe он бы не умер, но перестраховочный щит, и чел точно не умер. Залутываем МВП, приятно. По билду на ваших экранах все. Единственное, но что на Миносе full билд может меняться именно последовательность. То есть плюс-минус слоты одни и те же всегда будут на Минотавре, но именно последовательность часто будет меняться. То есть, например, я в этой собрал full кирасу, но это была случайность. Я должен был первым, ну, частичка кирасы вы видели, и потом фляга full должна была собираться. Потом кираса, потом бессмертие, а получилось, что кирас первым, потом фляга и потом бессмертие. Вот. У вас же в катках может быть такое, что частичка кирасы, частичка Афины от Magic Damage, и дальше уже фляга. Ну и дальше все так же. На этом все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Болейте за нашу команду на предстоящих турнирах и обязательно подписывайтесь на канал. Всем удачи!